Або щас, подожди чуть-чуть. Там Мишджан новое видео выпустил. Ой, кто это там? Привет, заходи. Ладно, ребята, давайте еще раз. Это Арина, и она профессиональный флиппер. У нас на канале она делает ремонты в своих самых убитых квартирах и превращает их в конфетку. За недорого. Арина тратит на весь ремонт, мебель и технику столько, сколько может стоить всего лишь один смеситель у нас в проектах. И сегодня мы позвали ее на обзор, чтобы показать, как выглядит квартира с дорогим дизайном. Как тебе коридор, кстати? Ужасно. Арина говорит, это что за коридоры такие вообще? Это Это что? что вообще? Это не выглядит на 50 миллиардов долларов. Самый прикол этой квартиры, ты когда заходишь сюда, ты видишь не прихожую, ты видишь вот такое вот огромное окно. Ну это ж просто невероятно. Вау, Мишджан, это ты хорошо придумал. Если родня приехала, ты Москву с окна показал и обратно домой отправил. Вообще, эта квартира 160 квадратных метров, и потратили на ремонт мы сюда 84 миллиона рублей. Заверни ружья, посчитай деньги и пристегни ремень. Кошмар. 84. Это почти миллион долларов. А откуда у них такие деньги? Такие деньги только у масонов и Виктории Бони есть. Они что, масоны, что ли? Пойдем дальше туда. Вау, просто. Я немножко неловко себя чувствую, я никогда в жизни не была в таких дорогих. Что ты расскажешь? Ты в Квартиры? Центрсвете столько работала. И что, думаешь, меня по квартирам приглашали потом? Не приглашали? Нет. А вот там диван, смотри, видишь, красивый. Иди посиди хоть, что ли. Этот диван, он итальянский, и он вот, видишь, какая вот эта огромная козетка. Она не пролезала ни в лифт, ни в дверь, никуда вообще. И мы ее разбирали, прежде чем вообще собрать здесь. То, что диван распаковываем сюда, несем, а то, что мелкое, несем туда. Мы собираем мебель и разгружаем ее со склада, поднимаем наверх. Но какая сейчас ситуация у нас есть? Такой же диван я откручивал, мы его снимали, он делится на 3 части, и мы его, соответственно, поднимаем по лестнице в любом случае. Вот посиди, да. Ой, я на минуте сидела только однажды. И недолго. Потом меня прогнали. Итальянцы на выставке. Проверить надо, да, еще? Ты учил? Да. А, блин, реально, ты так плавненько туда проваливаешься. Прям жопой ощущаешь, как долги проваливаешься. Ты никак. Никак твоих, да. Ну и не только в моих. Минотти сейчас одни из тех, кто делает качество, потому что в Италии качество сильно ухудшается. Ну вот здесь прям хорошо все. Ты встань, посмотрим, как встается. Оп, 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 оп. Да, и Ногу. вот ты так же плавно просто туда вот так вот. Да, все. Ну пойдем. Ого! Это что такое вообще? Это текстильные панели. Обалдеть. Прикол в том, что мы проходим по коридору, через который видно окно. Да, вот так вот. Да. И заходим мы в спальню. Обратите внимание, здесь потолки сильно выше, чем в гостиной. Да тут не просто они сильно выше, тут как бы в храме в каком-то. Правильно, Мишджан, что как в храме, не надо забывать, кто на все это помог купить. Здесь у нас витражи вот такие вот красивые. Вот это я понимаю просто. Вот это настоящий люкс. Понимаешь, у Тимати такого нету. Но Красиво. вот с этим, конечно, это уже делали не мы, естественно, это застройщик так запроектировал это помещение. Это окна такие. Здесь у нас, смотри, стоит кровать от бока. Сам Бока и его внук Жека. Тут причем мы вообще проектировали специально для этой квартиры вот эту вот кровать. А, то есть вы прям в линейку вывели? Сейчас да. Как вас эта квартира вдохновила? А мы так и делаем же обычно всю Да? нашу мебель. Что Она... кому-то нужно что-то заказчикам? Да. Классная Этого идея. нет на рынке, там того, что нам надо. Здесь эта кровать очень низенькая. Здесь у нас основание от кровати. Ай, подожди, Мишджан, там девочка книжку читала.
Да ты, да, читать по-братски. Софт, которая вот такая супер низкая, но нам нужна была тонкое изголовье. И именно для этого объекта мы сделали вот этот вот кастом. Мы типа соединили ту кровать с тонким изголовьем, получилось реально круто. И я решил ее ввести в линейку. Классно. И вот этот светильник как луна, Да. да? Какой такой? Он же включается еще. Ну, типа Как это у того, да. богатых работает. Вот это, видишь, тумбочка, это тоже бок, а? Да? Вы что, Да. мебель делаете? Да. Я думала, только мягкую. Нет, такую тоже, потому что у этой кровати есть проблема. Как ты заметила, здесь широкие, очень мягкие изголовья. Там нельзя встроить выключатель, поэтому выключатель в тумбочке. Блин, тут даже проводов не видно. Просто ювелирная филигранная работа. Ага. Целую ваши руки, кто все это делал и придумывал. Hot Wheels, ты ювелир. Вообще. Давай туда, хочешь, сходим? Да, давай. А, тут Здесь у ванная? нас ванна, да, это душевая. Здесь только, знаешь, какая есть проблемка небольшая. Вот эти раковины из Леруа. Да ладно, серьезно? Наши родненькие. Не, наши не приехали еще, и нам пришлось поставить, чтобы Временно, да? просто стояли. Они завтра приедут. Мы не успели на съемку поставить Какие раковины. будут? Антонио Лупи? Ну а вот мы тут пам, поставим, какие раковины здесь будут. Нет. Зачем ты, Миша, это сделал? Мне теперь все дорогое захочется покупать. Я больше не смогу экономить. Теперь будешь дорогие ремонты флиповать. Знаешь, ты вот там заходишь в душе моешься вот с этим видом. Класс. Вообще. А? Ну это же вообще невероятно просто. Туда Вот же и выйти можно в этот вид. туда, да, можно выйти, как после бани, знаешь, такая. И самое главное, ты на последнем этаже, соседи тебя не увидят, ты хоть в полотенчике такой, да, вышел? Единственное, тут, знаешь, постоянно лазят альпинисты сверху. Ну так, да, в целом никто не видит. Пойдем. Да, никто не увидит, просто альпинисты пока спускаются, всем красочно все расскажут. А ты чувствуешь, да, насколько этот потолок сильно выше, чем гостиная? Да ладно. Мы сейчас еще чуть пройдем в другие комнаты, я тебе покажу, как мы использовали. Тут есть второй этаж. Да, тут есть второй этаж. Пойдем туда. Настя, а в чем вообще заключается работа комплектатора? Составить смету, заказать это все по смете, принять, расставить на объекте. Проверить, что все Проверить, да, проверить. Это здесь стулья, вот это давайте распаковывать и заносить. Что это такое? Это кресло на террасу. Пролетаем. О, сейчас уже сидеть можно. Дай ну капитан. Нормально. Кайф. На 30 тысяч кайф. Ой, балкон просто вообще Смотри, у нас потрясающий. балкон здесь. Это вообще какая-то мечта, как будто бы, Да, да? это вообще... Вот Вид. если жить в Москве, то жить вот так вот, на самом деле, да? Вид невероятный. У тебя на окне, на балконе горгульи. Мишджан, мне скоро теща приедет, третью горгулю тебе поставим. Ну и вид вот туда, просто в лес. Там реально лес. А посмотри, вот это вот растение, это ботаническая копия, они не настоящие. Тут настоящий ствол, вот так вот деревянный, очень, О, да. ну прям настоящий. А листья, они уже пластиковые. И они зимой у нас тоже будут зеленые, ну, красивые. Да, классно, из окна всегда какая-нибудь зелень. Да. Блин, сейчас такой свет классный на тебя падает. Прям вообще, как будто, знаешь, фильм какой-то снимаем. И еще вот эта вот птица вот эта сзади, ну просто кайф. А вот это у вас панели какие-то, как или плитка? Это плитка. Вот Знаешь, это она плитка, выглядит да. как эти, как Это- советские вот эти барельефы. А Бывали может на быть, они, зданиях? кстати, очень много же дизайнеров вдохновляются советскими приколами. Да. В следующем видео ждем главный советский прикол «Сортир на улице». Это камень настоящий, видишь? А, да. Выглядит невероятно круто. Мне очень нравится. Хочется также придраться. Помнишь, ты мне микроцемент на проугол что-то сказал? Углы вот надо проверить. Видишь, вот тут есть место, в которое, скорее всего, говнище залетит. А это уже итальянский камень. Тебе любой итальянец скажет: ну это же настоящий камень, это 30 формагgi тертони, это натуральное гранито. Когда мы им претензии выставляем на такое, они говорят: это натуральный гранит, ты давай не выебайся. А ты, наверное, скажешь: а где здесь туалет? А зачем он нужен? Я Ладно, знаю, вот конечно. здесь. Я знаешь, Конечно, почему поняла, да. что здесь? Потому что я увидела вот этот стопер, Ага. когда заходила. И я думала, Так. ну тут, наверное, где-то есть дверь. Дверь, ага. А вот Давай, она. заходи. Ух ты. Мы добавили синего цвета в эту спальню.
Здесь стоит синяя раковина. Это вот все наполнением нам тоже привезли Ордо. А вот это вот, смотри, смеситель очень крутой. Это Как он Квадро. Итальянский смеситель Квадро. Он, смотри, он очень тонкий. Это все цельный металл. То есть он не лопнет, внутри нет никаких вставышей, что-то такого. Он вот так вот крутится. Можно попробовать? А они сейчас отключены. Вот там у нас, да, крутилка, можно... Короче, она здесь, да, Да, включается? она вот тут этот? включается, но они сейчас выключены. Квадро очень крутые. Купить можно тоже в Ордо, кому надо. Ссылочку оставлю. На все вообще тут, блин, все, что я говорю, на все ссылочка в описании. Мерси, я пойду посмотрю. Только, наверное, перед этим математику подучу, а то там, наверное, такие цифры, которые только Виктория Боня знает. Значит, проходим мы, а ты же заметила, что здесь нет шкафа? Блин, вот, кстати, да, вопрос. Тут барахло будет, Да, не знаю, да. вещички. А где хранить? Не знаю. А кровать подъемный механизм? Пойдем, вот отодвинь вот это. Кровать можно было. А, вот оно где. Да. Здесь гардеробная система, которая полностью спрятана за речными перегородками Бока Страйп. Мне очень нравится, когда не открытые полки, а ящички выдвижные. Потому что так, конечно, все гораздо аккуратнее выглядит. И не надо протирать вот эти вот полки. Да. Вот это всё. Ну и вот самый не прикол, копится. конечно, вот у этих речных перегородок. У нас бы просто тут стена, по сути, была бы, если бы был бы шкаф обычный. Ну да, и мрачновато было. Да. Тут цвет. А тут так подиум. у нас ты проходишь, вот это вот через камеру сложно передать, но ты идешь, и ты вот боковым зрением видишь вот этот вот цвет проходящий. Это очень круто. Вообще, мне, знаешь, эта комната напомнила такую католическую церковь, где, знаешь, за шторкой-то надо исповедоваться, потом заходишь, такие витражи, прям как будто очень намоленное место. А тут уже все, Тут ты всё. вышел из церкви, Спокойно. современная жизнь. Дальше кайфуешь. Видишь, что там внизу? Камин, Да, и прям камин. настоящее поленье. Настоящий камин. Камин есть, полень есть. А где топор, чтобы рубить? Камин Какой топор? Шампуры. Так это же продают уже сразу такое. Готовые? Да, конечно, ты что. Ох, никакой романтики. Сейчас же продают щепу, Можно все открыть? вообще. Да. Я Ну, тут просто настоящий в гостях, камин. не знаю. Реально настоящий камин. И то есть, это же Мы же на последний последнем, да. этаж, и Это- вы сделали воздуховод Это туда. пентхаус, да. Круто. Вот это я понимаю люкс, роскошь и богатство. Смотри, здесь реально огроменные потолки. Мы здесь даже специально занижали потолки. На самом деле они сильно выше. Видишь, они кессонные такие потолки из дерева. Но одна часть из них, она вот почему-то белая. Там... натяжной потолок? Сейчас тебе покажу. Это световой натяжной потолок. Да. Слушай, ну я же в своих квартирах также могу сделать. Конечно. За 700 тысяч рублей к ремонту. Но вряд ли, потому что там очень много диодов, но в целом... Ну что, катушка светодиодной ленты 300 рублей стоит 5 А метров. тебе 5 метров не хватит. Ну сколько, 25? Если посмотреть здесь, примерно каждые 5 сантиметров вот так все в светодиодной ленте. Смотри, прикол еще какой. Вот эта вот кухня, она сделана сверху столешница из керамогранита, а ниже микроцемент твой любимый. Какой цемент? Мрамор надо ставить. Посмотри, насколько просто нет разницы вообще. Вот, Это микроцемент. вот это микроцемент, а это керамогранит. И зачем платить за керамогранит, когда можно микроцемент сделать? Ну как зачем? Здесь же разделочная зона. Ну понятно, да, на микроцементе такой не сделаешь. Да Как хочется думаешь, открывать всё, вот смотри, посмотреть. вот сейчас мы будем открывать, смотри. Как думаешь, где здесь чайник, блендер, пароварка, где все это? Ну, вообще, мне кажется, наверное, в этом шкафчике. Здесь у Ну, нас... почти. Да, здесь у нас небольшой шкафчик. Здесь находится блендер, пароварка, рисоварка, вот такая фигня, да? Класс. Тут Но все не можно... чайник. Ну да, но не чайник, да, опять же. А где чайник? Да вот он должен быть где-то рядом, мне кажется, с водой, потому что удобно же воду в чайник наливать. Подожди, не подсказывай, я сама догадаюсь. Давай. Сейчас. Ну ладно, давай, все, сдаюсь. Вот чайник, вот он, этот чайник. Да ладно! Этот чайник, Блин, я была близка к тому, что должно быть рядом с водой. этот чайник Круто. стоит 800 тысяч рублей. Рузана, там в Москве даже чайник больше меня зарабатывает. Да шутишь, не может. Серьезно. Таких цен не бывает. Я серьезно. Да нет, ты что? Не Столько бывает таких стоит. цен. Офигеть, это так дорого. Это кто, российский производитель? Нет, конечно. Прям 800 тысяч рублей?
Да. Помнишь, у тебя был ремонт за 800 тысяч рублей? Да, как этот Примерно. шикарный чайник. Вот эту вот кухню и кессонные потолки нам сделали здесь, в России. Это фабрика Nixie. Они очень крутые, сильно запариваются за конструктив и за все. Потому что, прикинь, вот заказали бы мы в Италии где-то вот эту кухню. Как бы она встала вот прям вот до потолка. О, Мишджан. И еще и в цвет с потолком. Никак. Невозможно, Да. вообще нереально. Поэтому Nixie, они крутые. Пойдем прикол покажу еще дальше. Давай. Видишь, у нас окошки такие в жалюзях. Это жалюзи Винтек, очень красивые, просто невероятные жалюзи. Толстенькие такие, прям большие. Вот настолько дорого делают. Они вот добавляют такой дороговизны. Есть такое, да? И прикол в чем? Это панорамное окно. То есть оно до пола там. Да, вот там туда. до пола. Там как бы до пола. Как ты думаешь, как там мыть? Но это точно не проблема заказчиков. Можно нанять клининг. Ну, мы все продумали. Опускаемся вниз. Оба, видала? Вау! А здесь можно шваброй помыть, можно робот-пылесос отправить, он все сделает. И видишь, даже у нас есть радиатор. Это радиатор российский. Прикинь, российский радиатор. Витрон. Пойдем покажу. Вот он у нас здесь находится. У них плюс в том, что они могут делать радиаторы разного размера. Они могут быть угловыми, вот так вот в угол пойти, или могут быть даже радиусные. Российское производство делают здесь, поэтому могут довольно такой кастомный делать. А могут они мне по-братски из радиатора Toyota Camry сделать? Купить можно в HomeHit, ссылка в описании. Я О, оставлю в я же описании. знаю HomeHit. Там Никита был, Да, да? Никита, Никита. отечественный. Словом, не замерзнете. Смотри, вон, вот есть у людей терраса. Смотри. Она Вау. поприкольнее С перголой, будет. или как она правильно называется? Да, но это уже не пентхаус, видишь, не последний этаж, но вот у них есть зато терраса. Да блин, тут эта терраса, как вся квартира, блин, моя. Ну, было бы прикольно, да, если бы вот здесь еще выход был не просто на улицу, а на террасу. Это был бы вообще комбо, я Вообще, считаю. можно было шашлыки жарить. Да. Знаешь, что мне здесь нравится? Че? Что здесь белые стены. Белые стены. Вот это, кстати, Это же не колеровка, это просто белая стена. это белая стена, это краска Дируфа, интерьер 20. Мы практически все стены ей красим. Она моется. То есть прям можно кофе налить. Кофе можно, ну реально можно кофе Ну не кинуть. будем пробовать. Погнали туда. Да. Открывай, что там такое? Здесь у нас... Вау, круто! Вот это жизнь у детей, а? Да, здесь у нас живут 3 девочки. И тут у нас надо было разместить 3 спальни. Блин, это мечта каждого ребенка вообще. Когда вот так вот все, Да. в свету, еще и лестницы есть. Вот здесь на первом этаже первая спальня. Здесь у нас офигенный тоже вид, и туда вот красиво все Вообще вниз. круто. Зелено. Там, представляешь, засыпаешь вот с тем видом. Да Тоже это кайф. вообще потрясно. Я хочу вообще отметить, что вы так правильно сделали освещение в детской. Именно такой, знаешь, рассеянный мягкий свет, который не слепит детям глаза. И еще у нас есть вот такой свет. Трек, Ровно над столом. Трек должен быть как? Ты, наверное, даже не знаешь, как размещать трек. Нет, знаю, он не должен у тебя сзади головы, чтобы твоя тень не падала на стол. Да, и еще этот свет должен освещать стол. Но, видишь, сами светильники углублены и находятся по краям стола. Он не должен быть над тобой, потому что он тебе будет вот здесь вот слепить на брови, вот так попадает. Понятно. Прям не прикольно. Нужно по краям размещать. Вот мы разместили по краям и вровень с краем столешки. И тогда освещается правильно вся рабочая область, и все хорошо. Классно, то, что вы по поводу цвета заморачиваетесь, а не вот эти вот 2 ряда, знаешь, аэродром, взлетная Да. полоса. Можно подниматься? Да, пойдем. Круто, вот это и вообще. Я сначала думала, что комната молебельная самая прикольная, но сейчас мне кажется, что вот это самое прикольное. А здесь еще одна детская. Здесь девочке уже, по-моему, 7 лет. Ты, батюшки, какой миленький. Ну, это ты уже узнала, да? Да, такой хороший, просто таких маленьких, что-то не помню нигде. Так, У смотри, меня просто здесь. такой же, но большой. Здесь уже потолок низкий, и тут на свет обращаешь внимание. Ну да, но он низкий для детей, я думаю, что он не низкий. Здесь там потолок решетка. вышел, наверное, сколько, 2,40, наверное. Просто ты уже после Ну, того... для маленького роста детей Да. это нормально. А Да. когда То ты есть там это за реально метр- полноценный второй этаж, это не просто там... Получается, квартира настолько с высокими потолками, что и на первом Да. этаже 2,40, и здесь 2,40. Да. Мы бы могли сделать в 2 этажа реальных и развести комнаты по разным Да. этажам.
Но здесь нет окон. Понятно, из-за этого, да? Да, иначе пришлось бы вот в полу вот эти дырки сделать просто под окна. Поэтому здесь 2 спальни. Сразу видно то, что родители очень любят своих детей. Крутые, короче, спальни. Да, у нас еще есть спальная комната. Смотри, детей-то у нас 3, значит, и спальных комнат должно быть 3. Да, 3-я где? Погнали, она вообще Хочешь сказать, в желании Гарри Поттер под лестницей? Почему? Ну там вообще, там, кстати, под лестницей. Как у Гарри Поттера. Ну почти. Гарри Поттер бы охерел, конечно. Так заходишь, а тут такой... Я просто сначала волосатые ноги Вовы увидела, я испугалась, вдруг кто-то лежит голый. Нам надо убирать все отсюда теперь и вас выгонять. Да, вы, как обычно, да, у нас просто на съемке очень много народу, и все вот так вот сидят, ждут. И еще половина внизу сидит. Спасибо, что не в санузле. Да. Обычно, Тут хотя бы кстати, окно есть. обычно, кстати, они в санузле сидят. Кошмар все это время. Да, кошмар. А ты сколько сидела, ждала Без съемку? окон, без дверей. Ну там вообще Тебя тут ж просто долго. подъезд такой, знаешь, подъезд лучше... Там ремонт в подъезде. Такого нет у меня в квартире. То есть в этом подъезде я бы с удовольствием переехала туда жить. Вау, какая светлая комната. Она тоже двухэтажная. Да, и здесь ты видишь, да, что ребенок живет под лестницей. Как будто бы в целом, да, так и есть. Ну, это какой-то Гарри Поттер из На очень... максималках. Из очень богатой истории. Круто. Смотри, какое кресло крутое. Иди Да попробуй. вообще, мне кажется, это прям идеальное место для того, чтобы работать. Просто смотреть в окно. Ну, не работать, наверное, учиться работать рано. Походу родители на это и намекают. Пора работать. Наверх пойдем? Ну, как сказать, пойдем. Чё? Полезем скорее. Да, полезем. Полезешь наверх? Ну, полезу, что делать? Могу я сначала, потом ты. Блин, это дерево? Да, настоящее. Ну, вообще не очень, наверное, да, так удобно? Мы здесь тоже посмотрели, что все-таки неудобно это. Мы сделаем здесь подиум посерединке и сделаем еще одну лестницу. То есть будет посерединке Чтобы половинка. скат был более... Да, попроще будет. Ну, здесь по-другому нельзя. Здесь небольшая комната осталась, но она огромная. Посмотри наверх. Ну, как было бы преступлением не использовать его, да? Надо было лифт бахнуть. Тут либо зашить к чертям, либо что-то сделать. Мы там сделали, и там офигенно красиво. Чтобы увидеть что-то красивое, нужно эту тропу пройти. Давай, Блин, ползи. вообще опасная фигня. Опасная, опасная. Вау! Да тут просто хранилище. Вот мне опасно. Вообще опасно. С камерой. Давай, берегись. Ты мне сейчас руку подашь, и вместе с тобой не руку тогда. улетим. Здесь у нас, видишь, это что такое? Это кресло. Называется Big Mama. Попробуй, сядь на него. Биг Мама? Да, это Оно кресло такое, Big знаешь, Mama. какая-то поролоновая полностью, да? Он так и есть. Big Mama, знаешь почему? Нет. Потому что вот эти вот, где у тебя голова, это как будто 2 сисечки такие. А, да, реально так уютненько здесь. И это такая читальная зона. Здесь можно вот залезть наверх. Представляешь вообще? Здесь вот девочка поднимается наверх, сидит, читает, как будто она в замке каком-то своем, в башне сидит. Да. Ну это же круто. Ты еще полосу препятствий туда поставь, чтобы девочка до книжек вообще не добралась. Да, здесь есть что-то неудобненькое. Нет, это вообще очень классно. Я, на самом деле, всегда в детстве тоже мечтала о каком-то таком, знаешь, 2-м этаже чердачном, где только Нарния. ты, родители туда точно Прикинь, тебе родители, залезут. поди залезь, да? Можно Да. книжками сверху накидывать. Вот так. Так вот. Оборона крепости! Можно нормально держать оборону. Пойдем, у нас еще есть помещение. Ну, вообще, знаешь, короче, я поняла, в чем прикол дизайна интерьера. Дизайн интерьера же не каждый может себе позволить. Конечно. Но он, в принципе, не для каждого. Дизайн интерьера — это индивидуально для отдельных людей. То есть вот этот интерьер, он не подойдет кому-то, да, другому. Я думаю, что всем подойдет. Ну, такой довольно, на самом деле, он спокойный, весь Нет, ну интерьер. спокойно, но в плане того, то, что вот по каким-то вещам, как будто вот каждая комната А только осторожно, пожалуйста. индивидуально для каждого человека была сделана. А то дети-то, они такие, они проворные. А вот эти флипперы... Давай, может, я камеру возьму? Сейчас. Такая, Вау. это, короче, фитнес-стенка, знаешь, как шведские стенки Да, делают? туда-сюда. Ну, надо только что-то в руках еще держать. По одышке определять, она сегодня читала или нет. У нас еще не все помещения. Еще вот одно есть помещение. Туда, налево. Да, Миш, ты что, я уже тут в обморок почти упала. От всей этой красоты, я боюсь, что мне не хватит еще на какие-то помещения. Что думаешь там? Ванная, гардероб. Ну, пойдем.
Это детская ванная. Кайф, тут все белое. Класс. Вот такая ванна и должна быть. Белая? Да. Ну ладно, она не белая, да? Она бежевенькая. А посмотри, это же все плитка. Это большая плитка, супер крупноформатная. Здесь практически нет швов. Блин, это что за мастера такие делали? Смотри, тут только вот 2 шва. Раз, два. Все остальное вообще нигде больше нет швов. Ты вот их практически не видишь. Как будто крашеная. Вот, короче, такая плитка, окей. Это как будто микроцемент. Как будто, да. Ну, то, что швов не видно. Да. Очень круто. Блин, вот эти полки мне очень нравятся. То, что она прям в длину, ровно как ванна сделана. Ну, это вот Бока Лайн уже, да. Полочка Бока Лайн. Ой, умеете вы делать. Да, красивая полочка. Еще постирочная встала. Здесь сушка, стиралка, там все дела. А вот эта вот ванна с Алини. Камень. Ну, подходи туда. Это не акрил. Это искусственный камень. Круто. Она очень такая, смотри, у нее приятный soft Да. touch, она очень приятная. И у нее прикол в том, что она делается, у нее там 200 цветов, она прям реально очень разные цвета можно выбирать. И ее можно там сделать, подрезать где-то, подлиннее сделать, да, покороче. Бортики, да, чтобы она Да, поместилась. чтобы бортики встали, потому что проблема, видишь, она между двумя стенами стоит, надо, чтобы она от стены до стены была. Класс. Вот это ванна с Алини, тоже ссылочка будет внизу в описании. Ты даже, наверное, не заметила, как сделана шторка. Где видела то, что там встроено. И вот такой тоненький профиль. Да, да. Я тоже такую идею себе заберу. Ты глядела. Подглядела, да. Ага. Класс. А вот это вот смотри, когда мы делаем детские помещения, нужно стараться делать низкие раковины Ну да, и низкие. Чтобы удобно дотянуться Да, им все было. должно быть низкое. Вот тут низко, там все вот, все должно быть низкое. Ну, на самом деле, на мой не очень высокий рост тоже комфортно. Ну вот эта столешка ниже, чем ты. Ну, понятно, но я же не здесь. Но в целом довольно удобно, Да, что, можно. что взрослому, что детям будет нормально. И мне очень нравится, как здесь сделан свет. Да, То есть давай. ты стоишь, да, и у тебя, ну, свет, он вот между сделан. То есть нет вот этих вот панда, как, знаешь, у тебя Да, сверху, да. когда свет стоит, у тебя такие синие. А там Вот и даже, кстати, пример, да, видно, вот здесь я урод. Да, А вот так вот а нет. так тоже. Шучу. А тут порожек специально такой сделан, да, чтобы, ну, чтобы ты заметила, да, вода что- не заливалась. Да. Ну, Да, видишь, здесь если всегда- вдруг потоп. Да, всегда, когда у тебя есть дверь в ванну, да, у тебя есть вариант, что вот с этой херней делать, потому что здесь всегда дверь стоит и стена, проем вот этот вот. Всегда есть кусочек такой. И мы этот кусочек специально немножко поднимаем. Он где-то на 5-7 миллиметров выше, чем вся ванна. И так остается вода. Несколько раз он уже спасал квартиру, этот Да. порожек, да. А, ну да, тут же сразу у тебя не просто ламинат, а Проблема в чем? паркет. Смотри, вот есть у нас датчики протечки есть. Но датчик протечки, он просто в углу стоит где-то. До него может вода не дойти, а пройдет дальше в квартиру. И надо, чтобы сначала вода заполнилась тут, в ванной, и датчик протечки сработал. И тогда все выключится. Капец, вы там шахматисты такие, многоходовочники, все продумываете. Ну что, надеюсь, вам понравилось? Тебе-то понравилось? Мне вообще очень. Ох и ах. Надеюсь, вам тоже понравилось. Обязательно переходите ко мне в Телеграм. Ну и пока-пока. Мишджан, все хорошо. Чуть-чуть золота не хватает. Ты приезжай к нам, я тебе научу.